Можно ли сказать, что язык и литература, в частности, являются более универсальным и более высоким видом искусства, чем живопись? Мы не можем общаться с картинами. Художник – это способ размышления о жизни, так же, как и философ, так же, как и поэт, так же, как и любая другая деятельность. Почему человек так богато, разносторонне, глубоко говорящий об искусстве, вот он как будто обижен? Мне надоело жить с идиотами, дураками. Я обижен на то, что достойной человеческой жизни на сегодняшний день нет. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Руэнессанс. Сегодня у меня в гостях замечательный художник, писатель Вильгельм Шенрок. Вильгельм, добрый день. Добрый день. Да, ты уже второй раз на моем канале. Я хочу сразу обратиться к зрителям, попросить подписаться на мой канал, подписаться на телеграм-канал и также ставить комментарии, лайки этому видео. Это очень помогает в продвижении. Я тебя знаю 20 лет и хочу сказать, что я заметил такой момент, когда ты начинаешь говорить о художниках, у тебя меняется интонация, когда ты говоришь о живописи, когда ты говоришь о жизни, о других людях, о взаимоотношениях. Это тебя также интересует, но когда ты говоришь о художниках, в тебе что-то как будто бы меняется. А чем художник в твоих глазах заслужил вот такое как бы особое отношение и почтение? Разве художник это такая симпатичная фигура? С того времени, когда искусство из разряда обычного ремесла повысилось в чине и в статусе высокого состояния, с того времени к художникам начали относиться как к небожителям. И поэтому мы настроены на то, чтобы небожители соответствовали своему теперь уже призванию, а не только рукоделию. Поэтому все, что связано с настроением материй, далеких от практического содержания, все это само собой окрыляет и делает жизнедеятельность в какой-то мере непригодной к тому, чтобы ею пользоваться в обычном человеческом состоянии и обличии. Поэтому к художникам мы относимся как, скажем, к каким-то актерам, юродивым, философам и прочей не связанной с практикой деятельностью, которая и говорит о том, что можно делать все, что угодно, и это не будет возбраняться. Но нет ли тут как бы какого-то противоречия? Ведь художник, он существует в быту, то есть как бы он явлен, он занимается теми же рутинными вещами, что и обычные люди. Как бы, что его все-таки отличает? То есть ты вот можешь как-то какой-то отличительный именно то, что какой-то качественный параметр, характеристику, который отличает именно художника от обычного человека. Обычный человек занят повседневностью и вынужден, используя эту повседневность, приспосабливаться к действительности, адаптироваться к ней и быть поглощенным вот этой заботой существования все 24 часа. В то время как художник, он позволяет себе быть вне вот этих параметров и заниматься тем, что у него происходит глубоко в душе. То есть он может отключаться полностью от повседневных забот и принадлежать тем материям, которыми обычно занимается искусство. А искусство занимается, как мы понимаем, далеко не тем, что интересно так называемой действительности, тем, что можно использовать вдоль и поперек. Это совершенно закрытая и темная материя, которая ничем не просчитывается, не измеряется, никак не соотносится к тому, что можно купить за деньги, продать за деньги. То есть два разных состояния, из которых художник всегда на стороне того, чтобы быть
полностью выключенным из так называемой реальности. Поэтому у него всегда проблема с тем, чтобы как-то ее, эту реальность в еще большей мере подчинить тому, чем он занят в работе. Подожди, ты, может быть, говоришь о каких-то специальных художниках? А как же художники, которые стоят десятки миллионов долларов, которые явлены в этот мир, и, мне кажется, они больше существуют и представлены в этом бытовом, телесном, смертном мире, чем любой зритель, который приходит в музей? Ну вот как раз ты правильно сказал, что мы говорим, да, о специальных художниках, о тех, кто занят в существенном своем проявлении только исключительным желанием быть предельно в состоянии добывания той истины, над которой он работает. А все остальные художники, которые живут в этом мире, которые живут неплохо, которые хорошо продаются, которые хорошо рекламируются, которых хорошо знают, это та самая попса, с которым искусство подлинно, в общем-то, не соприкасается. И несмотря на то, что сегодняшнее время как раз направлено на то, чтобы разоблачить, так сказать, статус высокого искусства, от тех небожителей, которые исключают себя из повседневности. Вот эта вот борьба, она весьма существенная. И несмотря на то, что кажется, будто бы попса выиграла, и будто бы попса получила хороший лотерейный билетик и неплохо продается, это всего лишь течение одного дня. Я думаю, со временем все это исчезнет, и искусство будет на своем месте. То есть высокое, большое, настоящее искусство будет там, где оно должно быть, а попса будет принадлежать тому, чему она должна принадлежать, то есть рухляди. Ну, а есть живой глаз, который сможет это выделить и сказать, да, это высокое искусство, а это у нас искусство, это попса. Хорошо сказано, что живой глаз, потому что этим занимается не только живой глаз, но живой глаз, который соединяется такими удивительными проводками с живой душой. И вот если мы поговорим о том, что живая душа непременно сильно отличается от души, погрязшей в заботах выживания, вот тогда мы будем на месте и будем знать, о чем мы вообще говорим. Потому что вот путать одну душу с другой возбраняется, потому что тогда речь вообще будет запутанной. Да здравствует вот та речь, которая однородна, которая чиста в своей породе, и которая размышления ведет уже по линии, я уже сказал, абсолютных достижений. То есть, если мы посвящаем свою жизнь какой-то попсовой резиденции, если мы ее обслуживаем, если мы короли там поп-арта, и наш стадион там окружают фанаты, это то самое, про что можно вообще не говорить и о чем можно не размышлять. Хорошо, а как обычному посетителю, который все-таки хочет разобраться? Как ему быть? Никак. Давайте так. Я уже спрашивал этот вопрос в прошлый раз. Давайте наконец-то остановимся на том, что простой какой-то зритель, там, обыватель и прочее, которого надо обучить, которого надо приспособить к восприятию искусства. И более того, скажем даже о том, что сегодня каждый из нас уже художник. Ты пошел на рынок покупать там селедку с картошкой, и в этом акте ты художник. Ты подошел к писсуару, помочился, и ты уже совершил акт творения. Давайте раз и навсегда поставим крест на этой галиматье и скажем, что профессия художника, она никак и ничем не связана к тому, чтобы бытовать в этих повседневных каких-то вещах, которые вообще мало о чем говорят в смысле искусства. Давайте так скажем, есть то самое большое искусство, которое забыто и никому не нужно, и есть вот та мелочь и шваль, которая продается в сувенирных лавках. И поэтому вот то, что сегодня рисуется там на стенах, и то, что популяризируется как какие-то перформансы, там, творческие акты, и мастер-классы и прочее, вот это все производство, это вот, знаете, как-то вот, это похоже на конвейер, где вот штампуют какие-то там гайки, цепи и прочие там детали там для машин. Потом это все быстро собирают, пускают на дорогу. Обыватель прыгает в нее, едет куда-то, и ему хорошо. Он освоил реальность, он освоил эти потоки действий. То есть я бы сказал, что все это просто ужасно, это катастрофа. А почему
она находится вот в мейнстриме. То есть Объясняю почему. Потому что музейное пространство, которое было выделено специально для того, чтобы мы приходили в храм искусства, чтобы сердце у нас начинало колотиться. Вот мы видим Джоконду, наслаждаемся, и мы понимаем, что ее создал небожитель. Такой мощный, исключительный гений, как Леонардо да Винчи, одаренный сверхбожественным. Вот наш дворец. Вот наше придыхание, вот наша остановка сердца, потому что мы воспринимаем высокое. Господа, мы находимся с вами в музее, будьте аккуратны. Если можно, снимите обувь. И когда этот миф надоел нам вот так, мы сказали себе: дорогие друзья, вот вам музейчик, вот зальчик, а теперь давайте в этот зальчик бросим какой-нибудь камешек, хотя бы в форточку, и этот камешек сразу становится по волшебству проникновения в этот зал, опять мы дышим глубоко, произведением искусства. Поэтому и писсуар, выставленный в музейном зале, так широко, так глубоко, так многократно, всеми искусствоведами, кураторами, философами, всей армией объяснителей говорит нам о том, что это великое произведение искусства, потому что оно трясет нас. Оно задает вечный вопрос, что такое искусство, почему это искусство, а почему тот же писсуар, продающийся в каких-то хозтоварах, это уже не искусство. Мы ломаем головы, мы бьемся над этим, мы делаем перформансы, мы собираем своих друзей для того, чтобы объяснить им, что искусство, что не искусство. Более того, мы рвемся дальше, мы рвемся в перспективу будущего, и уже наши маленькие дети не знают, кто они, мальчики или девочки. Гендерно-революционная волна охватила нас, и мы выбираем пол. То ли у нас будет перчик и пальчик, то ли у нас будет дырочка и девочка. Мы не знаем. И эти трагедии, боже мой, они покрывают все остальное. И даже настоящая мужская война с танками, ракетами, со взрывами, убийством и подлинной кровью нас уже не интересует. Это такая же дешевая картинка, как и все остальное. То есть то остальное, где мы потеряны, размыты, утрачены, ценностей нет, потому что их априори не может быть. Вот то самое любование какими-то звездами, какими-то лебедями и пёздами, это уже вообще ни про что. Мы не знаем, кто мы, откуда мы, куда идем. Как было это когда-то, так и осталось. Но мы с этим мириться не будем. Мы будем по-прежнему выставлять в наших музейных запрещенных залах, недоступных для обывателя, хрен знает что. Любые помойки, любой мусор, любую шваль. Мы будем кричать о том, какое мы дерьмо, что у нас за душой ни хрена нет, какие мы БДСМщики, как мы будем беспрерывно сношаться 24 часа в сутки, как мы будем ненавидеть наше правительство и любить его в засос. Да здравствуют все прекрасные задницы, все великолепные лица, какое замечательное человечество, какая великая культура. И где же наши музеи? Давайте любоваться пирамидами, давайте любоваться вечными развалинами вечных городов, как то Рима или тонущей Венеции, кричащей о спасении. Аминь. один из моментов хотел откомментировать много, но что успею. Нет ли ощущения и того, что деньги испортили живопись? Ведь раньше живопись рисовали. Стоп, какая чушь, какие деньги, да мы уже все отцифрованы вдоль и поперек. Нас уже имеют как только, какие деньги. Вы смотрели на Анатолия Чубайса, как он скукоженный, подошел к этому автомату, эту карточку сует, она не работает ни хрена, эта карточка. Дуня, я не могу купить капусты для нашего борща. То есть, какие деньги, они уже вообще не работают. Сегодня работают другие материи. И вот об этом мы могли бы поговорить. Ну хорошо, давай поговорим. А как это они работают? Как вначале возникла живопись? Вот у меня какая картинка есть в голове. Что просто сидел человек, да, чуть-чуть откатимся, да, снизим градус, мы вернемся к реальности. Просто, да. Вот. Сидел, сплел браслетик, да, например. Подошел соплеменник, говорит: ой, красивый браслет, на тебе хлеб, дай мне браслетик, да. Он подумал, зародилась идея, я могу делать браслеты. Надел браслетов, отнес людям, да, то есть стал уже себя предлагать.
Потом стал рисовать портреты, стал уважаемым человеком, в голову заронилась мысль, и он подумал, а когда стану-ка я сам миллионером? Стану я продавать свои картины по 20, по 100 отпечатков, как там Сальвадор Дали, да, то есть как бы там Авидо Долларс, да, у него была анаграмма его имени. Вот. И художник, он раздул себя за счет как бы денег. Он захотел стать миллионером, и он им стал. То есть как бы вот тут инфляция искусства произошла за счет инфляции как бы и денег тоже. Возьмем двух художников. Давай. Рембрандт, который захотел стать миллионером, выгодно, хорошо и по любви женился и рисовал прекрасные портреты, не жалея краски. То есть ляпал на холст столько краски, что за портретируемых можно было взять за носы портретируемых, настолько было там в нем краски. И ему показалось, что он самый гениальный художник, как он рисовал себя там в беретках, как все было хорошо. А что, он не гениальный художник? Да погодите, хорошо, ради да. бога. И общество возмутилось. Почему это художник заговорил своим каким-то особым языком? Нам не нужны эти портреты с этой наляпанной краской какой-то большой. Нам не нужно, мы будем придерживаться нормы, никакого отклонения. И этот скаридный, этот какой-то непостижимо желающий много роскоши и денег художник вдруг почувствовал, что что-то не так. Дом, наполненный антиквариатом и различной драгоценной рухлядью, содрогнулся в том плане, что заказчики как-то перестали ему платить и сказали: нет, друг мой, ты возомнил слишком из себя большого художника, все, мы тебя отрицаем. Мы продаем твой дом, мы тебя вообще в ранге понижаем. И тогда бедный Рембрандт понуро побрел по улице, стал жить со своей служанкой и рисовать ее как какую-то исключительную личность и прочее. Одним словом, такая унылая судьба, такой какой-то трэш просто какой-то неудачника. Его быстро затушевали, чтобы его и не было, и даже похоронили в какой-то братской могиле. И здесь же рядом был Рубенс, который был дипломатом, мотался по заграницам, который тоже красиво рисовал там свою жену. Все великолепно. Но при этом там где-то намечал немножко на холстах что-то. Ученики это что-то подрисовывали. Огромные холсты продавали за большие суммы. И он остался тем большим художником, на имя которого и претендовал. Итак, мы имеем двух художников. Большого Рубенса и маленького ничтожного Рембрандта, который возомнил себя более подлинным художником, чем вот этот вот попсовик Рубенс. Теперь делаем выводы. Почему произошло героическое возрастание одного человека, художника, и жуткое падение другого? Только потому, что художник с его «я» очень большим и непомерным, Рембрандт, сбился с пути истинного, и общество его перечеркнуло. А Рубенс, наоборот, воспевал достоинство того, что мы развиваемся на правильном пути, с нами все хорошо, наши деточки будут жить не хуже нас и так далее. Его полюбили, ему воздали должное, и он по сегодняшний день остается большим художником. А Рембрандт это вопрос. Вдруг выяснилось, что он не так много и картин сделал. И те музеи, забитые его картинами, и музеи, забитые его картинами, вдруг поняли, что там много от учеников, это не картины Рембрандта, выбросили их, в конце концов свели к минимуму то, что он делал. И как-то его слава померкла, и в кругах высокочтимых лбов считается, что а что Рембрандт? Может быть, это какой-то миф, и может быть нет этого величия, и нет этого художника, который сам как пузырь раздувает себя и все. Итак, господа, обратите внимание на биографию Рембрандта, внимательно почитайте ее и не следуйте по этому пути. Да здравствует Рубенс! Да здравствует попса! Возвращаясь к запредельным ценникам на современное искусство, это же нас впечатляет. И в прошлой нашей беседе ты говорил, что обычного зрителя именно это и впечатляет, что это стоит 100 миллионов.
например. Бог ты мой, бог ты мой. Ну, попал такой вопрос, Вот придется этот, отвечать. вот этот несчастный революционер, который выставил, да, этот писсуар, или другой революционер, который там накрасил черный квадрат, да, он прошел мимо своей славы, когда она получилась, вот, с писсуаром в частности, и через время эта слава так тихо-тихо начала его догонять, говорить ему о том, что, слушай, друг, да ты отличную акцию сделал, что же ты про нее забыл? Давай, восстанавливай свой шедевр. А тот писсуар давно раскололи, там выбросили на мусорку, его вообще и в природе не было. Бог ты мой, он быстро побежал в магазин, там заказал, купил еще там 6 писсуаров и срочно раскидал их по всем музеям. И подпись поставил. Фу, спасибо, что такое, наконец-то я. И тут же вот эти вот фальш-деньги, которые уже, ну, приказали долго жить, уже скоро этих бумажек там не будет, и отпечатанных монеток, они запрогрессировали, пошли в рост. Те, кто вложил в это, понял, что он вложил хорошо, писсуары стоят дорого, революционный взрыв, он хорошо оплачивается. Наши сердца должны биться в такт развитию технологического прогресса. Мы должны быть непременно оцифрованы и не отброшены матрицей за горизонт небытия. Все здорово, мы должны думать день и ночь. Думать, писать, кушать, есть. Никуда деньги не денутся. Стоп, погодите, да какие деньги? Это вообще для идиотов и дураков. Все, что было вложено в эти якобы... О, погоди, да о чем вы несете? Это действительно ведь шедевры. А ну-ка давайте возьмем Ван Гога, прекратим вот эту вот галиматью, да, разговор ни о чем. Картина там великого Ван Гога. Сколько она стоит? Боже мой, она стоит миллионы долларов, миллионы. О, бог ты мой. Можно я откажусь думать вообще про это и говорить? Или мне непременно надо ответить, что она стоит действительно миллионы долларов? Что Нет. это не какой-то консенсус, Нет, это не это просто договоренность, нет, каких-то там ублюдков и тараканов, а это реалии. Если я подойду и обнюхаю со всех сторон, я услышу запах этих бесконечно сумасшедших и больших денег. А потом, когда мне говорят, что какой-то бендюжник, там, милиционер в Москве натащил в свою квартиру, тоже миллионы долларов, там, сколько-то, я не знаю, там, то ли тонна у него была, это, я не знаю, как потолок не провалился, вот этим самосвалом эти доллары таскал, там, взад-вперед. Мать вашу, да нахрен мне нужны эти доллары, которые не миллион. Да вы сами девальвируете вообще все эти ценности до такой степени, что ум заходит за разум, и говорить просто, ну, ни о чем не хочется. Поэтому миллионы долларов, да, это стоит. Это для кого сказано? Для Маши, для Пети, для Васи, у которых и так же мозги дымятся от того, что они ни хрена не понимают. Я понял вопрос. Проблема вот в чем. Проблема обычного бытования, обычно там кухарь, который идет за продуктами на рынок, и высокой, замкнутой, закрытой, хитросплетенной власти, которая интригует огромную биорасплодившуюся массу, до такой степени уже ненужную и до такой степени завонявшуюся в своем дерьме, и этот золотой миллиард, так называемый, ну, ребята, мы все уже стали от пропаганды дешевой, от того, что мы рекламируем вам, как настоящая картина стоит миллионы долларов. Если ты хочешь быть большим, ты должен следовать законам развития. Да хватит всей этой чуши, уже никому она не нужна. Хочешь быть успешным, хочешь быть богатым, действуй определенным образом. Развивайся по определенным предписаниям. Никакой самодеятельности, никакого дилетантского себялюбия, вознесения в какие-то небеса. Так оставьте все это. Придите к самим себе, постучите в собственную дверь и поймите, кто вы такие. Никогда у вас не будет этих, внимание, сумасшедших, сверхкрасивых яхт, самолетов, в которых есть кинозалы, бассейны, которые летают из континента на континент. Ребята, это такие же сказки для идиотов, как и сказки о том, что настоящая картина может стоить только миллионы. Настоящая подлинная женщина, баба с хорошей задницей,
с губами-галушками может стоить тоже миллионы. Все, мы так устали от этих миллионов, что милый и дорогой парень где-то там якобы в сарае быстро сочинил компьютер, быстро его собрал, быстро закинул нас в цифровизацию, и мы наконец-то хоть немножко отдохнули, мы схватились за гаджеты, мы селфируемся без конца, теперь мы все герои, теперь каждый наш шаг отправляется сразу в вечность, в облако, ничто не исчезнет. Это тоже стоит миллионы. Любой кадр, любой всплеск, любое движение, ну все настолько прекрасно и великолепно, мы настолько застрахованы от того, что небытие накроет нас. Нет никакого ужаса смерти. Мы в каждом своем мгновении бессмертны. В каждом своем контакте с любым придурком мы боги. Мы общаемся на равных, потому что мы без конца щелкаем, без конца нажимаем. Без конца у нас только растет число подписчиков. Мы все явлены, мы все публичны. Никто из нас не сгинет, никто из нас не пыль. Что там звездная какая пыль, что там какой-то космос? Да мы все уже здесь присутствуем. Мы наконец-то достигли своего. Еще минута, и мы будем, поздравляю вас, бессмертными. Ну, подписчиков ты зря так обидел. Подписчики, все не совсем так. Все хуже, но не так, как Вильгельм здесь живописует. Но Эй, подписчики, где вы там? вылезайте. Где вы там? Кликайте, скорее, скорее, вот этими правыми пальцами. Да, кликайте. Но скажи мне, если все-таки в этом есть какой-то умысел в том, чтобы продвигать вещи, ну, некрасивые, кирпичи, как ты говоришь, в зале, камешек, который ты залетел, вещи, которые не говорят ни о красоте, вещи, с которыми ты не захочешь, ну, встречаться в обыденной жизни. Там банки там с фекалиями, да, например. Ты никогда их не подаришь там своей маме, а ты приходишь в музей или там своей девушке любимой, там своей дочке. Я не думаю, что художник подарит, да, то есть как бы это шутка, с которой он поделился. Вот. Но при этом вдруг эта шутка становится, воспринимается какими-то серьезными лицами. То есть вот в чем дело? Ну, погоди, ну вы столько говорили об этом. Ну, тогда дайте мне это серьезное лицо, чтобы я поцеловал его в засос, в губы, чтобы я его обнял, прижал к своей груди, чтобы он затрепыхал от радости, что он великий большой человек, там, критик. Да где вы сегодня такого найдете? Когда мы оказываемся на этих ярмарках искусства, когда мы видим этих кураторов, все это чмо, безмозглое, тупое, всех этих критиков, которые уже давно отказались от своих критических позиций, потому что куплены за 2 копейки уже прошлых денег, которые сегодня не работают, то говорить о каком-то качестве, мы же уже только что это проговорили, говорить о каком-то качестве, которое может быть априори, которое можно проверить так называемой практикой и так далее. Одна общественная формация непременно сменяется другой общественной формацией. И поэтому все революции не только покупаются, но и делаются чистыми руками и подлинной душой. И мы действительно придем к тому обществу, когда каждому будет по потребностям, а работать он сможет только по возможностям. И, Господи, ну про что мы говорим? Где эта истина, опирающаяся на знание человека, на подлинный фундамент науки, которая непременно и точно говорит нам, вот это подлинное, а это поддельное. Ничего этого нет. Наука сегодня также растеряна, она такая же проститутка, как и искусство, про которое мы уже сказали. Какой-то там философии, то есть размышления об цельности, размышления о жизни. Этого тоже как-то нет. Остались только бедные эти рэперы, которые на скороговорках сообщают нам эти истины. Быстро, 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 чтобы только успеть. Все это, все как будто вот задыхается в каком-то этом ритме, потому что ни в коем случае не больше 15 минут. Слава это тоже. Орхол сказал там про 15 минут. Какие там 15 минут? 2 минуты. Потому что, господа, это там осталось, где все было. Ведь сегодня мы уже спокойны. У каждого из нас есть мощнейший аппарат гаджета, который будет только расти. Уже завтра она будет нам говорить, что нам поесть, где купить эту еду, какой она будет. Более того, она будет на 3D-принтере ее печатать. Я не успею достать из кармана, как она мне напечатает Мерседес. Только я захотел чего-то другого. Она мне напечатала девку, которая раскрылась передо мной и отдалась во всех порывах своей любви.
Только мне эта девка надоела, тут же 3D мне напечатал десяток девок. И я понял, что с моей потенцией что-то не так. 3D печатает мне отличный орган, который работает днем и ночью. Я говорю, Господи, наконец-то мы живем нормально. Наконец наша планета одаривает меня своей этой хренью, и я не могу ни о чем думать из того прошлого, когда я был несчастным Рембрандтом, глупым Ван Гогом, вот так ножницами отрезающим ухо, чтобы подарить его бляди какой-то своей. Господи, как хорошо, что эти времена ушли в прошлое, и нам можно наконец-то расслабиться. Жить шикарно, ни о чем не думаешь, потому что мы почти касаемся пальчиками бессмертия, ведь мы его заслужили. Смотрите, смотрите, какие мы богатые, смотрите, какие мы виртуозы в каждом нашем деле, какие мы профессионалы. Возьмите любого из нас, любого, как он ориентируется во всех человеческих делах. На все у него есть уже сложившееся мнение. Ему не надо ничего открывать для себя, ничего знать, никакую таблицу умножения изучать. Все уже сделано. Еще мгновение, и все будет просто чипизировано в тебя. Ты не успел родиться, в тебя воткнули эту кнопочку, и ты уже все. Ты уже Бах, ты уже Моцарт, ты уже Шопенгауэр. А может быть, Дюшам. Хайдеггер. Или Дюшамп и Берроуз. Но это отморозки, жившие в те времена, когда Дюшампу отказала живопись. Этот ублюдок хотел ее поиметь. Но поскольку он был не таким уж и дураком, он хорошо играл в шахматы и был чемпионом Парижа по шахматам, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот, а живопись ему показала фак. И тогда он, не умеющий ни рисовать, ни приблизиться, он нарисовал какую-то девку, там, спускающуюся по лестнице, которая что-то вызвала. Ну, это такое смрадное деяние было, что он понял, к живописи идти не надо. И чтобы в отместку ей сделать что-то нехорошее, он пошел, ну и ты там пропукался в этом туалете, мы уже про это говорили. А что касается других поп-великих художников, то то же самое. Если мы ознакомимся в старых традициях с биографией Орхола, мы увидим закомплексованного, прыщавого, несчастного мальчика, который хотел там отсосать у кого-то, но он не знал, хорошо это или плохо. И вот все время вот эта вот гендерная хрень как-то выходит на поверхность, потому что та прошлая, добрая, сексуальная революция, которая, ну позвольте, ладно, 2 минуты в историю, которая начала, допустим, Калантай, ну там, ой, выпили стаканчик воды, и все, что вы из этого раздуваете? А потом она влюбляется в какого-то матроса, вот этого вот такого фраера, да, матроса имеет хорошенечко, ой, бог ты мой, сердечко ее затрепыхало, она его полюбила, и потащила, как вы думаете, куда? В ЗАГС, который она отменила. И вот они уже в ЗАГСе, еще немножко и уже там попик будет над ними держать, там какие-то вот эти свои там, короночки, и они уже любят друг друга. А этот матрос, вкусивший этой безграничной любви, говорит ей, слушай, ты дура, ну мы же только что могли отдаваться кому хотеть, имели кого хотели, а что это как-то так всосалось в меня? Она говорит, да погоди ты, это начало только сексуальной революции. Давай перебросимся там в 70-е, ближе к хиппи. Он, да, я не знаю никаких хиппи. Ну, не знаешь, дурак, расстрелять. В 37-м его убрали. И пришли хиппи, которые говорят, так, засунули цветы в дуло пушек и сказали, мы любим всех налево и направо. И тогда Мэнсон собрал своих дружочков, эту свою какую-то хипповскую команду, расчленил там какую-то жену Поланского, там беременную, написал на стенах свиньи и сказал, революция идет, потому что Битлз, жуки уже пошли. А я прекрасный поп-композитор. Но эти дуры, которые разрезали этих людей, в полиции проговорили, что они дали. Это полиция такая вот, какая-то лопушистая, что-то их арестовала, их посадили. Хиппи сказали, ой, мы зря читали Берроуза, хоть он и Гарвард закончил, но это такой ублюдок, и такой педераст, такой гомик, нахрен он нам нужен? Его тоже как-то убрали. Если мы посмотрим, как он жил, этот Берроуз там, со своими кошками, тоже какая-то такая вот аномалия, такая вот ущербность. А цифровизация говорит, да хватит вам комплексовать, вот вам дедушка Фрейд, будьте внимательны.
заплатите копеечку, ну еще старыми деньгами. Он вас вылечит, вы не будете болеть, у вас не будет комплексов, у вас всегда будет стоять. Они послушали дедушку. Там, правда, пришли какие-то там в Германии нехорошие парни, хотели его расчленить, ну его вовремя выкупили, отправили куда надо, этого дедушку. И на этом, казалось бы, тема закрыта. Да нет, тема не закрыта, потому что Хью Хефнер, который хотел быть философом, который положил много жизни на то, чтобы сказать, эротика – это философия. Еще Платон говорил, что все пронизано эросом. Абсолютно все. Атомы – это эрос. Так, друзья мои, нам рассказали, что комплексовать не надо. Если вы не будете комплексовать, у вас все хорошо будет с женщинами. Женщины будут вас любить как альфа-самцов. Проблем не будет. Хью Хефнер в свои 80 лет, кстати, у него был комплекс, он в армии подхватил, и на ногте у него была болячка, и он не мог ее вылечить. И он всегда как бы немножко страдал. Такой плейбой классный, такой парень, все. Вот с кривой как бы ногой. Да хрен с ней, с ногой, ладно, лишь бы пипка работала. И вот он, женится в свои 80 лет в очередной 25-48 раз. В своем плейбое он говорит о том, что философия – это эрос, а эрос – это философия. Давайте любить по-настоящему, хватит дурачиться. И вдруг он понимает, что что-то вовремя не поднимается для любви. Он в ужасе. Ребята, которые пошли за ним, ну, те самые, которые там в золотых цепях, как нам казалось, ходили, или в малиновых пиджаках, чему потом мы начали подражать, и что вылилось там в этот евроремонт, то есть когда наша идеология полностью преобразилась, и мы откинули наши старые штампы. О, Господи, ну как бы мне не сбиться, Господи, поскорее бы уже прийти к тому, о чем я хотел сказать. Так вот, проблема в том, что физиология наша, мать ее, она достала нас. Все пронизано эросом, да? Сейчас посмотрим, как мышцы натянуты на ваши кости. Что-то у вас там не работает, господа. И быстро-быстро алхимики пошли работать. И правильно, они создали... Виагра. Конечно, они создали Виагру. Хефнер вздохнул, ну уже почти накануне смерти. Все, пошло-поехало. И вдруг в кустах рояль. Виагра-то есть? Виагра есть. А кто я такой? Нет. Я девочка или мальчик. И тогда радужные гомики пошли на площади, трясти своими яйцами, жопами. Демонстрации. Как все красиво, все. Мы теперь перемешаемся. Мать его, да хватит. Это кто там ворчит, это кто там скулит. А вы же традиционалисты. А ну-ка в Грецию пойдите. Кто там? Греки кого любили? Они любили мальчиков. Так что давайте будем только про это. Итак, мы возвращаемся к тому, что ни Виагра нам уже не нужна, ни то прошлое долголетие, в которое мы уперлись, потому что все страны дряхлеют. А нам нужно бессмертие. Мы к нему придем. Но для этого мы должны разобраться со своей идентичностью, с выбором своих вот этих половых стратегий. А для этого мы вам гарантируем. Все, ладно, никто не будет там носить детей в животе там, или в икре ноги. Мы будем это в пробирках все делать как следует. Все будет на автоматах. Успокойтесь, не нервничайте. И с размножением будет хорошо, и с искусством, и с философией. Вот только с политикой как-то хреново. И тут интеллигенция задригалась, задергалась, как-то занервничала. Ой, Россия не та. Ой, наш президент это жопа. Ой, надо драть срочно в Израиль. Ой, и там те кретины тоже заволновались. Как же так, в России нет нормальных людей? Ой, мы вас сейчас запрессуем. Ох, мы вас запрессуем, сволочи. Вы что творите? Ну, мы говорим о том, что политика опять вошла в раж, она опять
гусеницами попрессовал асфальты, крепкие парни взялись за орудие уничтожения, и перформанс войны под видом спецоперации и прочего торжествует. И это хорошо. И это хорошо, потому что наконец-то Россия пошла с козырной карты. Она сказала: эй, вы, друзья, да вы насмешили нас своими этими надувными танками, которые понагнали вдоль нашей границы. А мы сейчас затеем подлинную игру. И то, что когда-то считалось Карибским кризисом, сегодня выступает какая-то детская такая коняшечка, которую мальчик обуздал, и мы играем в ядерную войну, которая уже может быть периферийной. А давайте захерачим одну ядерную бомбу туда, а другую ядерную бомбу туда. Да что вы так боитесь? Ничего страшного не будет. Ну, сдохнет там 6 миллиардов, кому они нужны, эти тараканы эти. Ну, мы-то все равно уцелеем. Мы уже давно построили все эти ангары, мы уже давно там чипизировались, нас уже эта гадость не возьмет. Да здравствует ядерная война. Тогда о бессмертии. Под вопрос. Мне пришло в голову то, что действительно, если бессмертие будет, то оно может достаться людям несимпатичным, совершенно, которые некрасивым, да, которые создают современные музеи. А вы видели такого вот бессмертного, как вот она называется, вот это вот? Который засыпает и просыпается? Нет, это там какая-то вот какой-то червячок, который вот живет везде. Да. Он и в космосе, там, и вот он уже такой вот бессмертный. Вот. И теперь только осталось представить, о чем он размышляет, чем он живет и каким содержанием наполняет свою жизнь. Вот мне кажется, что наше бессмертие попахивает вот такой же вот штуковиной, которая выживает в любых условиях, которая ни ядерная война, никакая другая угроза ей не страшна, и поэтому мы чувствуем себя опять и по-прежнему в хорошем смысле растерянными, вспотевшими, и говорим: ладно, перелистываем все обратно, пленку отматываем обратно, возвращаемся к традиционным ценностям. Да здравствует Китай, Индия, Африка и Южная Америка. Та вот биомасса там 4-миллиардная или 5-миллиардная, которая начнет все сначала. А что, ты не хотел бы жить сам, хорошо, не вечно, 200-300 лет, если бы тебе дали? Погодите, стой. Уж тебе предложили. Это что за провокационный вопрос? Да я, находясь здесь, в свои неполные 99 лет, уже измучился от всей этой гадости, глупости, пошлости, чепухи, которую мне навязывают под видом глубокого системного анализа, под видом прогрессивной философии. Поэтому увольте. А 200 лет это что? Это пытка наказанием, да? Это пытка испытанием такого долготерпения, да? Я не знаю, я просто... Нет, я как-то... Нет? Не согласился бы? Я ни в коем случае. Тут есть таблетка. Нет, зачем это мне? Вы меня шантажируете. Нет, ни в коем случае. То есть ты не любишь жить? Я люблю жить. Но это уже другая тема. Давай о ней поговорим. А что это за другая жизнь? Другие 200 лет? Параллельные, что ли? То есть тут тебя замучили, а жить ты хочешь? Давайте об этом поговорим. Давай. Поехали сначала. Итак, планета Земля. Хорошо. Никакой человеческой биомассы нет. Есть реки, долины, горы, озера. Прекрасная голубая планета. И в ней чистая Адам и Ева, которые все начинают по-настоящему, у которых все незатейливо, подлинно. Они не совершают ошибок, и им не надо зарабатывать хлеб в поте лица. И вот тот золотой миллиард, который сегодня эксплуатирует все человечество нещадным образом, он возродится
но только уже в доброкачественном своем состоянии. Вот в этом обществе я хотел бы жить при условии, что мы преодолеем бесконечность пространств, что нам будет доступен космос во всем его великолепии и содержании так же, как лужайка вблизи нашего дома. Вот тогда да. А если же я буду мучиться и корячиться от того, что я ни хрена не знаю, что я рожден во тьме и во тьму и уйду туда же, Господи, пожалуйста, увольте меня, потому что мне надоело жить с идиотами, дураками и педиками. А зачем тебе беспредельность космоса? Да потому что там все хорошее. Это же он Ну сделал ты голубую разочаровался планету. в этом мире, разочаруешься в космосе. В этом мире я разочаровался, потому что здесь наплодилось что-то не то, непотребное. Ну просто там пусто. Да, конечно. А пустота будет заполнена достойными. Космонавтами. Да, и астронавтами. Художник-космонавт. Нет, ну, это же все так понятно. Я понял, вы думаете, что мы еще и космос заганим, да? Да. Хрен вам. Еще и этого не хватает. Ну а что там, есть какие-то дополнительные смыслы появятся от того, что мы попадем на другие планеты? Да если бы у нас в мозгах этого не было, если бы у нас в сердце этого не было, мы бы уже давно самым обыденным образом сошли с ума. Лев Толстой так и сказал. Я понимаю, что я единственный живу среди сумасшедших на этой планете. Но я вытерплю самого себя, а этих сумасшедших буду ставить ни во что, как я это и делал. Давай поговорим о настоящем художнике, да, будем как-то это так для себя обозначим, и о том, что вот как проходит его жизнь. Да, он рисует картину, создает, может быть, серию картин, может быть, он пишет фрески, там, как Микеланджело, тратит на это время жизни, силы, там, здоровье. А какое воздаяние он получает? Ну, о деньгах мы поговорили. Деньги это зло, это плохо. А какое, ну, вот высшее воздаяние он получает сам от себя, от своего процесса? Получает ли он его? Или он только делится, художник? Есть ли отклик у мира? Есть механизм, который его, ну, погладит по голове. Что такое размышление и в каком смысле оно может удовлетворить? Только в том смысле, если ты умеешь поставить вопрос, на который ответ будет все-таки возможен. Потому что каким бы глубоким вопрос ни был, ответ всегда в тумане, он всегда растерян, он всегда разводит руками, он всегда просит для своего определения большого количества времени, огромной статистики и так далее. Я почему об этом заговорил? Потому что художник – это способ размышления о жизни, так же, как и философ, так же, как и поэт, так же, как и любая другая деятельность, танцор, оперный певец и так далее. И если бы мы не имели возможность рефлексировать в своем вот этом трудоспособном деянии, я думаю, с нами было бы совсем плохо. Потому что когда реальность перепирает нас к стене в том, чтобы мы ответили на вопрос, от чего наше «я» столь мучительно рефлексирует и спрашивает, кто оно такое, и у нас нет ответа. Наш немощный язык начинает биться в конвульсиях, он требует опоры, и тогда мы создаем мощный пласт поэзии, где для языка предоставляем много простора, много свободы. Мы не сдерживаем его логикой, мы не дисциплинируем его жесткими терминологическими понятиями, что свойственно, скажем, науке, хотя и она сегодня апеллирует к поэзии. То есть мы позволяем себе быть свободными
в этом незнании, но не с тем, чтобы накопить пессимизм, а наоборот, с тем, чтобы добавить к оптимизму жизнелюбия. Потому что вот тот, кто все это сделал, он нас сделал с огромнейшим потенциалом и жаждой любви к жизни. Посмотрите на любого ребенка, на любого звереныша, на любого начинающего жить. Он настолько преисполнен этой жажды находиться здесь и сейчас, что мы это постичь не можем. Нам несколько подуставшими, несколько уже надоевшими самим себе в том, что мы бесконечно спрашиваем о том, кто мы такие, почему с нами происходит все это дребедение, ответить не можем. Вот. Мы, конечно, восхищаемся тому, что происходит с детьми. И искусство – это вот тот самый младенец в нас, который вечно влечет нас к истине, вечно зажигает в нас этот любовный огонь познания того, что же есть за этим горизонтом, который манит нас в открытии огромных просторов жизни. Потому что наша действительность, наш быт, он слишком привязывает нас к тому, что у нас под ногами. Поэтому мы стараемся строить очень прочные дома, чтобы убедить себя в том, что мы находимся здесь и сейчас. Поэтому мы строим прочное сооружение для передвижений, как то поезда, самолеты, корабли, яхты, чтобы они тоже отдавали роскошью, как будто мы обладаем временем. Время нас не пугает. Мы здесь и сейчас. Ничто не страшно. И наука, про которую мы сегодня много говорили, она тоже нам обещает, что вот теперь-то будет гарантировано бессмертие. Для чего? Да все для того же, чтобы развернутый ответ был дан в этом времени. Для чего мы произошли, почему мы такие, что будет с нами и так далее. То есть эти вопросы покажутся значительно мельче и ниже того, чем они были, когда наша жизнь была ограничена крайним ритмизированным сроком. Ой бы успеть, ой бы скорее. Почему мы находимся в этом времени, которое нас все время торопит? Мы все время в панике, мы все время не успеваем. Мы все время... И в то же время, о, Господи, хоть бы немного отдохнуть, ну что я так забегал, что я как загнанная лошадь. Вот. А искусство, художник, он как раз и наделен вот этой способностью открывать бесконечное и вечное в кратком, мгновенном, в очень действительно доступном небольшом пространстве того, что ограничено нашей телесностью. Мы, по большому счету, и даже как художники, все время выясняем отношения, что такое вот это абстрактное «я» нашего сознания, рефлексирующее, с нашим телом, которое словно бы, с одной стороны, как будто бы нам и враждебно, а с другой стороны, какое оно питательное, как ему нужна еда, как ему нужны удовольствия, там, блажь какая-то, как оно хотело бы благорасположения со стороны высокого духа к себе. А мы с ним все время в ссоре, мы его все время подгоняем. То мы ему запрещаем одно, то другое, то одно табу у нас, то другое. И опять же, а этим регистром занимается, этой проблемой, философия, наука, искусство, поэзия, там, музыка, живопись и так далее. Ну, правда, живопись я не складно сказал, сегодня живопись вообще не в части. Но я к тому, что если все-таки мы имеем в виду большое подлинное искусство, когда художник творил согласно запросу своего состояния вне этой жесткой иронии, вне этого похабного и вульгарного нигилизма, который покрыл сегодня все и вся. Ну а почему не покрыть? Если какая-то дура, там, какая-то блогерша, да, там, раскатала эти свои там, губы, там красит какую-то ресничку, а у нее, вообразите, 25 миллионов подписчиков. И мы опять в ужасе. Ну, вот бы нам столько. То картина эти миллионы долларов стоит, то это, блядь, имеет 25 миллионов подписчиков. Ну что за хрень? Ну когда мы вот этого увидим? Когда наш мир очистится в своей простоте, когда он будет нам доступен в своей ласке, в своей вот неге, и мы будем вот теми юношами и теми девушками, которые смотрят на восход и закат солнца невинными, чистыми глазами. Искусство,
как раз способствует тому, чтобы мы оставались чистыми и юными. Вот я слушаю тебя, и вот почему человек так богато, разносторонне, глубоко говорящий об искусстве, вот он как будто обижен на то, что у кого-то есть эти миллионы подписчиков, долларов. Нет. Ты отстраненный наблюдатель или включен? Ты же включен в систему или нет? Если использовать ваш чудесный термин «обижен» в его социальном, функциональном значении, то выразимся сразу. Не, ну так. высшая обида, хорошо. Нет, Несправедливость не надо высшая. мне ни высшей обиды, ни низшей, никакой. Обида есть обида. Я отвечаю. Я обижен на то, что нас 7 миллиардов, и эти 7 миллиардов кидают ежедневно в том, что есть какие-то прохиндеи, которые... Мы не будем только в нумерологию уходить, да? Так вот, я обижен на то, что достойной человеческой жизни на сегодняшний день нет. А здравый смысл мне, как художнику и гражданину, говорит, что, Господи, да он буквально вот с понедельника должен быть этот мир нормальным, чудесным. Только уберите вот всю эту хрень, которой вы занавесили действительность и обманули огромное количество людей тем, что призываете их. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день готов идти за них на бой. Это великий Гёте. Так вот, хватит нам идти на бой, хватит нам бороться друг с другом, хватит, господа, хватит работать день и ночь на войну, производить орудия убийства. Ой, мы же ничего больше не можем, мы же такие идиоты, это же наша традиция. Ну давайте, а звери что? Лев не ест антилопку, да? Или крокодил там не кушает какого-то пришедшего напить водички олененка, да? Вон, посмотрите, что в природе делается. Посмотрите правде в глаза. Война – это мир, белое – это черное, жизнь – это смерть. Вот я и обижен. С одной стороны, я Бог, а с другой я тля. И 7 миллиардов наши чувствуют себя точно так же. Я готов подписаться под тем, что все едино в этом плане. Дайте только лист на подпись. А вот смотри, мы с тобой вот ведь говорим, да, и вообще речь ведем словами, а не картинами, не живописью. То есть можно ли сказать, что язык и литература, в частности, и философия являются более универсальным и более высоким видом искусства, чем живопись? Мы не можем общаться с картинами. Нет, конечно. Здесь как раз беда языка в том, что его беда и трагедия в том, что он используется как разменная монета в бытовании, что его используют как тягловую силу для выживания. И вот эта кажемость общения через язык, его доступность как раз стирает те многие позиции и верные замыслы, которые были бы, если бы мы были бы раскрыты, которые явили бы себя в чистом виде, если бы мы общались только либо методом танца. Вот давайте представим, что мы все танцуем. Ну, потанцевали, затем спели, затем поделали какие-то бы упражнения, вот движения, ну и так далее. Не опускались бы до уровня вот бытового языка. Поэтому мне кажется, что даже вот тот бытовой язык, над которым многие работают, там, филологи, ну, давайте сошлемся на Wittgensteina, который даже пытался общеобразовательную систему изменить тем, что шел работать в школу там, с детьми, чтобы с азов поднять вот этот вот пласт языка и как-то его обновить. Он был просто в шоке от того, насколько топорно и грубо используется язык всем человечеством. Он пришел в недоумение. И этот вот Бертран Рассел, этот вроде бы умный дядька, был ошарашен тем, какой умный мальчик свалился на его голову. И когда умный мальчик начал бодать его своими рогами, этот философский дядька сказал: слушай, ну ты даешь. Это вообще разве это может быть? Вот давай мы скажем словами, что вот здесь есть носорог. Помните, да, знаменитую байку?
и будем обсуждать, есть он или нет. Я буду утверждать, что носорог есть, я Витгенштейн, а ты, Бертран Рассел, будешь говорить, ты что, идиот? Ты что? Где этот носорог, чертов? Какого хрена ты мне заливаешь? Ну ладно, все равно ты умный мальчик. И вот такая вот бязь языка, она приводит к тому, что он завихряется, он пенится, он говорит о том, что вселенных бесконечное множество, что атом вообще неделим, непостижим, вернее, непостижим в своей этой какой-то бесконечности, и мы теряемся в этих поэтических позициях. И опять 25, и язык нам не очень помогает. И тогда мы отодвигаем в сторону язык. Почему Ницше так боялся музыку? Потому что музыка открывает в нас другие пласты души, и мы наконец-то отдыхаем от этого чертова давления языкового. И слушаем нечто, что не формулируется словом. А теперь обратим внимание на то, сколь многое в этой жизни вообще не поддается никакой транскрипции словесной, вообще никакому определению и интерпретации. Расскажи мне, пожалуйста, о запахе сирени, о запахе там розы. Расскажи мне, пожалуйста, что такое, да, вот. Ну, запах сирени заканчивается на этой паре слов. Запах сирени. То есть ты глубже не можешь. Запах сирени, да. А что же за язык такой, который глубже не может? Это фанерка. Так. Ну, то есть живопись работает с теми вещами, которые... А живопись может только то, да, что она может, да. Она, наши вот эти вот миры, видимые нами в снах и так нелепо рассказываемые языком, представляет в виде картинок, и мы изумляемся вот этой либо экспрессии, да, либо каким-то абстрактным формам, которые сегодня вообще в чрезвычайной моде. 2 полоски махнул, и уже все это живопись. Так вот, она говорит о наших возможностях, которые находятся по ту сторону языка. То же самое, как бы и с поэзией, как мы говорили, которая уходит там, в сторону от слова, и с любым другим деянием. Так что, если вот вы были на выставке Брейкеля, которую чудесным образом организовали, да, то недавно прошедшая, то вы увидите, как она придвинута к зрителю в интеллектуальном пласте, то есть как будто бы есть разная форма вот этих, словно бы обслуживающих некий натурализм мазков, какими там кистями это сработано. И ты входишь в холст, входишь в живопись так, как будто бы мастер позволил тебе оказаться в его голове и рассказал тебе о том, как и почему он сделал эту картину, и почему она воздействует на тебя именно таким образом, как воздействует. То есть ты воспринимаешь не только поверхность этого холста, но ты находишься внутри содержательной этой вещи и начинаешь жить ее мотивами. Вот так я в своем творчестве пытался реанимировать пласт огромный, вот, культурный тех героев, которые были недосказаны в своих любовных порывах. И вся моя большая и значимая книга «120 дней любви» вот о том, что люди наконец-то получили возможность договорить о своей нежности, да рассказать о своей привязанности и объявить о том, что любовь по-прежнему является нашим волшебным, трепетным и удивительным качеством, которое затерто нашим обыденным языком и повседневным озабоченным бытованием. Я постарался уйти от этого, извлек этих персонажей в их подлинной, идеальной гармонии. А мы знаем, что это искусство наше, мы его любим, мы люди все-таки, да, оно гарантирует нам это качество. Итак, мы имеем изначально непорочного человека, одного. Затем я скальпелем, художественным там, пинцетом, вернее, достаю другого. Я позволяю им встречаться. Они встречаются, и им не надо разговаривать, потому что я языком пластики, визуализации опять допускаю возможность им быть вместе. И вот это производит чудодейственный эффект. Если мы смотрим глазами извращенного сегодняшнего обывателя, мы в ужасе. Бог ты мой, как это можно? Это едва ли не членовредительство. Эти фаллосы, эти вагины, стремящиеся навстречу друг другу.
Да это же порно, да это же извращение. Господа, вот и оставайтесь в своей порнографии, в своем извращении. И не ходите, и не ступайте в большое искусство, в большое переживание чувств никогда, ни к своим близким, ни к своим детям. Оставайтесь вот теми чурками и теми недоумками и теми недорослями, которыми вы и являетесь, если вы видите это так, как вы это интерпретируете. Боже, это ужас. Это не ужас, это любовь. Это любовь. Когда мы свои тела отдаем экстазу любви, не имея в виду наш дух, и наши тела сношают друг друга, треплют, бичуют, издеваются или наоборот нежатся, опять же без духа, вот мы и остаемся на том физиологическом уровне, который только и есть. И вот тогда мы, идиоты, заглядываем у себя вот между ног, и думаем: Господи, какая у нас пипка, дырка или пальчик какой-то, или кончик. И я вернусь, простите, но уже очень больная тема. А поскольку мы уже давно себя дискредитировали, тогда мы это и на детей опустили. Ладно, давайте нашу проблему детям отдадим и посмотрим, как они. А дети тоже, им 10 лет, а им говорят: а вы еще не выбрали, кто вы, девочка или мальчик. Это потом вы будете выбирать. Господа, читайте хорошие книги, много классики, изучайте подлинную философию, слушайте хорошую музыку, и с вами будет все в порядке. И не бойтесь того, что 7 миллиардов бесхозные, а этот несчастный злобный миллиард, а на самом деле не миллиард, а всего лишь несколько семей, которые захватили власть в этом мире. Это не конспирология, мои милые, это не конспирология. И продолжают насиловать его, продолжают навязывать и спускать сверху позиции, когда мы озадачены тем, что Бог ты мой, какие же санкции, как мы теперь будем жить, гаджетку не купим, в Турцию не поедем, Таиланд нам не светит, зарплаты наши хреновые, мы даже килограмм картошки уже скоро не купим. А за Садовое кольцо нам вообще лучше не уезжать, потому что там такая проблядь кругом живет, такая тьма, которая пялится в этот ящик и только и слушает Соловьева. Приехали. Вот. И если мы очистимся от скверны, позволим себе быть в чистом виде такими, какими мы были, когда в юности, исходя из максимализма, проектировали свои жизни, если мы в этом состоянии будем посещать наши хорошие и прекрасные выставочные там мероприятия, концерты и прочего рода человеческой деятельности, может быть, каждый из нас перевернет в себе вот этот страх того, что он недореализовался, страх того, что ему не додали, страх того, что его постоянно унижали, оскорбляли, пялили маски на него, вот, что его зомбировали бесконечное количество раз. О, как нас опробировали, ведь хорошо, а? Как нас загнали в эти отряды, в колонны, этих почти уже умерщвленных, как нас в клетки загнали: не выходите, господа, мор идет, все, пандемия, чума. Вот это средневековье, о котором грезилось и говорилось пару десятков лет назад, только в намеках, да, там, Умберто Эко вообще выстроил карьеру на том, что он интерпретировал, что такое средневековье. И вот наконец-то оно в обличии явилось. Наконец-то мы с радостью посмотрели друг на друга, как мы в масках, едем, подтягиваемся, наши морды задрапированы, остались только глаза, и мы вот дышим, и нам говорят: ни в коем случае, никакого, нигде свободного движения, иначе штрафы. Потом штрафы отменяем. Да будьте вы людьми наконец-то, ладно вам платить, у вас и так денег нет. Фух. Когда ты писал вот эти дневники, начиная с 1973 года, твое вот мироощущение, отношение к миру, оно было более дружелюбным, чем сейчас? А мне кажется, что я сегодня говорил только о дружелюбии и о любви к миру.
Я люблю эти 7 миллиардов. Я верю, что человечество перспективно. Я верю, что будущее за Россией. Я верю, что несмотря на весь этот олигархат и местную эту неурядицу в России, что за Россией будущее, что она спровоцировала мир на выяснение отношений друг с другом, с тем, чтобы расчистить территорию от этой сумятицы, от этого однообразного взгляда на мир. Так что, мне кажется, если я понят как-то превратно, то, вероятно, я просто переложил Нет, это, перцы. ну, да, я... Это как бы Нет, такая я всегда был един вот в этом, да, я всегда относился благожелательно и с восторгом к тому, что происходит вокруг, да. То есть первый дневник был написан практически 50 лет назад, можно сказать. Вот есть что-то, что изменилось вот в тебе, ты можешь вот это выделить как-то особым образом? Есть, конечно. Если 50 лет назад мне казалось, что смерть – это некая абстрактная величина в том смысле, что непосредственно я жил вне смерти. Смерть для меня была культурологическим продуктом. О Боже, как это уже смерть где-то. И я пытался философствовать, привлекая тезис о смерти с тем, чтобы мое философствование было как можно более глубинным, содержательным. Я по-настоящему хотел бояться смерти в те годы. А сегодня у меня такой надобности нет. Знаете почему? Почему? Потому что смерть дышит мне в спину. И она так прекрасна своим дыханием, я так великолепно понимаю ее немощность, вот это желание смерти объять меня, приголубить и сказать: успокойся, дитя мое, все хорошо, ты умрешь, не волнуйся. И вот это вот буйство жизни вокруг меня, оно начинает проявляться с еще большим энтузиазмом. И любовь к человеку, к ближнему, к женщине, к ребенку во мне – это не та любовь мальчика, которая была 50 лет назад, когда я буйствовал, выяснял, когда я разбрасывал, говорил: нет, это может быть так, это не так, когда я активно действовал. Сегодня мне этого уже не надо. Сегодня мне не надо выяснить, кто я такой и кто такие мои близкие. Сегодня я уже люблю, знаю, что такое любовь, потому что смерть мне дышит в спину и говорит: сынок, люби, успокойся, все прекрасно. И когда я пытаюсь слова любви и чувства облечь в формы молодости, я вот вдруг опять вот молод, да, как будто бы, и вот мой ребенок, вот Ульяна, и я вижу, как я ее люблю, мне просто хочется кричать от боли этой любви. Тут, потому что, мать твою, что же это такое? А тогда ты был мощный, ты был альфа-самец, ты знал о смерти, ты о смерти говорил каждый день, это смерть, ты был такой просвещенный. А сегодня ты уже все, ты уже просвещенный иначе. Это ответ на твой вопрос. Чем отличается то от этого? 19 мая у моего друга Павла Лукьянова, большого поэта, мудрого, симпатичного, теплого, душевного и дружелюбного моего приятеля и человека. Тебя был день рождения, 19 мая. И через несколько дней, смотри, 19, 20, 21, 22, 23 мая, ровно 50 лет, как ко мне постучали в дверь, и Иосифу К. не пришла повестка в суд, а его арестовали. Я стоял за дверью, в дверь звонили и стучали, и я понимал, это конец. А знаешь, почему я понимал, что это конец? Нет. Потому что я философ, на плечах которого держался весь мир. Я был влюблен, на мне держался весь мир, ко мне нельзя было прикасаться, потому что мир рухнет. А эти недоумки, оруэлловские негодяи, сказали: дорогой, мы пришли за тобой. И в то время я еще не знал, что это игры больших метафизических сил. Мне казалось, что это обычные оруэлловские герои и придурки совдеповские, которые ничего не понимают. Они не знают, что ко мне нельзя стучаться и меня брать. Тогда я этого как бы не знал. А сейчас я знаю, что это были метафизические огромные силы. Так вот, они вызвали меня,
я надел штаны-рубашку, они посадили меня в мотоцикл трехколесный и повезли в тюрьму. Буквально там 15 минут езды. Я думаю, ну, все, конец. И такие грозы потом херачили, май ведь был. И смотри, 23 мая 2022 года, ровно 50 лет. Сегодня у нас небольшой июнь, то есть 23 мая вот было недавно. Да, неделя Вот. назад. И мне пришлось опять всю эту ситуацию как бы пересмотреть немножко заново и прокрутить вот как бы обратно всю пленку. И если ты мне скажешь, дорогой друг, вот ты смотри, вот ты там понаписал вот это вот все, а изменился ли ты за это время? Я отвечу, да, я отвечу вот в двух вариантах. С одной стороны, да, мы в каждом мгновении как бы разные, мы в каждом дне разные. Ну ладно, это, предположим, сильно крепко сказано. Но если мы будем смотреть на себя честно, то, допустим, я школьник, это один вроде бы парень, я студент, это уже другой парень с запросами. Я с одной женщиной один, я с другой женщиной другой, с пятой я пятый. То есть как бы меня много во мне. Это как бы вроде бы с одной стороны, ну вот, если это под оптикой очень такой тщательно рассматривать, а с другой стороны, я как был рожден в метафизику своего постоянства, которая неукоснительно цельная и абсолютная. Я как был рожден в свой, ну как бы вот гений, скажем так, не в смысле вот попсового употребления, ой, выдают, нет, а в смысле вот одухотворенности, окрыленности и вообще вот, которая нетленна. Вот так вот я и остался. И поэтому вот та, которая душит мне в спину, мне и говорит, ну слава Богу, что ты вот как бы, что все нормально. Теперь давай, иди дальше. А я как вот тот меняющийся, говорит, ну подожди, ну у меня же столько боли, мне еще надо ребенка довоспитать, я еще не знаю, в какую школу, поступит ли он в институт, а у него будут отношения с парнями, я хочу помочь, вот так вот руки тяну, она говорит, погоди, стой, ладно, живи в каждом дне. И мне сегодня каждый день дается очень тяжело. Вот буквально каждый день. Но не с той тяжестью, которая была в молодости, когда я там шебуршился, когда утром вставал и знал, что мне надо жить, я сейчас всех сокрушу, я там альфа-самец, и вообще я живой. Нет, а я сегодня в искусстве работаю. Причем, ну, в искусстве и в жизни тоже. Ну, и общение с людьми. У меня сегодня очень сложное отношение с женой. Ну, я бы не сказал, что они гармоничны. Наоборот, они приоткрыли такую прекрасную сложность отношений, которая меня чрезвычайно волнует. Это вот не та благодать, когда ты тему закрыл и уже с ней живешь. Ой, Господи, ну, куда-то все денется, уже все на месте. Там. Ой, вынеси мусор, ну, а ты там как там пожарила котлетки. Ой, моя милая, дай, ну, давай пока там ребеночек, мультяшку посмотрим с тобой. Ну, давай там, посмотрим, сколько у нас, 15 минут на мультяшке. Ну, давай. То есть, нет, а наоборот, это богатство проблем, оно продолжает вот нас развивать, там, ее, мне. То есть, жизнь говорит о том, что живи, дорогой мой, живи, пока у тебя есть вот эти вот мгновения. И, как ни странно, продолжает писаться вот эта чертова писанина, которая тоже требует, чтобы найти эквивалент в словесном выражении. Хотя мы сегодня вроде бы язык немножко и захоронили туда, в бытование, но поскольку стиль требует высокой согласованности, я и стараюсь держаться в форме, несмотря на то, что жизнь иногда как бы тебя так это ограничивает. Ну, если еще два слова, я позволю себе тогда, поскольку вот тема такая вот разноголосица между прошлым далеким и вот этим будущим, то можно так сказать. Вот если бы ты спросил меня, ты бы спросил меня, Вильгельм, вот ты говоришь, что смерть, вот она как-то стала более такой вот проявленной, да, в твоем бытовании. А вот если ты бы смог сказать, и вообще позволил бы себе сказать, а в рефлекторном смысле это что такое? Я бы тебе сказал. Да, когда я смотрел на умирающего друга, вот Сергея, Эдуарда, ты его знаешь. И у меня был ежедневный вопрос, потому что я умирал как бы, ну, вместе с ним. Ну, это смешные слова. Его смерть и моя несоизмеримы. Поэтому это бессовестно так говорить. Но это так, потому что у нас была, ну, как бы, ну, дружба, и я что мог, то для него и делал. У меня был всегда вопрос, мой милый, что с тобой, как ты умираешь? А он молчал. Мне было очень интересно знать, как он умирает.
он что-то говорил, он проявлял себя в реальности, но мне этого не хватало. И он только иногда говорил, что бывают панические атаки. Это когда сознание как бы покидает тебя и опрокидывает в бездну ужаса. Вот то, про что Хайдеггер писал. Если мы подлинно размышляем, нас охватывает ужас, он сковывает нас, и мы не можем вообще никуда от него деться. Ужас смерти. Если ты как бы большой философ и можешь далеко продвинуться в познании реалий. Ну вот. И мне всегда хотелось знать, что же он чувствует вот в этом приближении смерти. И вот та информация, которую он сообщал, она кое-что мне раскрывала. А теперь я отвечаю как бы от собственного лица. И сегодня, когда ты вдруг вот можешь подсмотреть за ней, какая вот она, то это тоже такой вот как бы клинч, когда словно что-то вот пространство как схлопывается в каком-то мгновении, и ты ничего не можешь ни своим разумом, ни волей, ни чувством пробить эту брешь. Вот мы сейчас все живые, мы сейчас говорим, там, я к тебе это вот. Все полно жизни, а смерть, она как раз все плющит до такой степени, что открывает совершенно иное другое пространство. Думаешь, боже мой, так это она и есть. Теперь ты скажешь так, а страха в этом переживании много? Я скажу, что настолько много, что никакой ужас покрыть все эти горизонты страха тоже не может, потому что ужас – это только вспышка. Ужас не может тобой владеть, потому что сразу спятил бы. Ну, ужас разорвал бы тебя просто. А ужас на то и дан тебе, чтобы через страх реализовывать свои позиции в динамическом развитии. Вот потихоньку. Ой, ну ладно, это я могу потерпеть. Там, тебе там рвут на ноздри, ногти рвут, ты это еще можешь потерпеть, хотя это, конечно, больно. Даже там дровишки подложить тебя жгут на костре, ты тоже, в принципе, сказал, да пошли вы нахрен, я философ, мне не больно. А смерть говорит, ну что ж, дружок, теперь давай по-настоящему. Ну, если можно, два слова, Да, но это уже для подписчиков да, этих ну для подписчиков, мазик, да. чтобы не знали. Бессмертных подписчиков. Да. Они-то, в отличие от нас, Когда будут там, вечно жить. когда у меня там вот была боляка, ну типа, это, как там вот этот, герпес на губе, да, там появляется, и я там перепугался, и меня там на сковородке прожарили, там прокололи пару раз, сказали, ты, скотина, давай, держись. И как-то, я как-то так, ну так, я не скажу, что я в какие-то моменты так обделался, но я понял, что как-то что-то я так слишком ретиво и молодо живу. Вот о чем. Что у меня нет эпиграфа на каждый день. Я просыпаюсь как паразит-потребитель. Ой, мне надо дело сделать. Ой, сегодня у меня там поездка, я там Паша обещал. Что-то у меня съемка какая-нибудь. Мне надо в кино. Ну, вроде и пределе. Ага, я приди. Так я сказал, ты, слушай, ты хам. Если ты будешь так все потреблять, скотина, ты просто завтра сдохнешь. А ну-ка давай сначала. Итак, эпиграф на каждый день. И я каждый день, просыпаясь, начинал с того, что говорил себе, Бог ты мой, как же этот день прекрасен. Шел и там снег, там дождь, неважно. Но если эти слова сказаны в их не экспериментальном значении, а в значении сверхвозбуждения, когда тебя всего мобилизует, ты это сделал, ты эту клятву жизни преподнес, и дальше ты уже существуешь как величина, которая имеет право достойно жить. С болью, без боли, в тех или иных обстоятельствах. Но ты живешь нормально. И к стыду моему, дальше меня работа закрутила, творческие проблемы. Хотя почему к стыду, собственно? Чего я стесняюсь? Давай я правду скажу. Я работаю, ну это пусть это даже для подписчиков будет. Я работаю сегодня так, как будто бы никаких биеннале, триеннале, маргинале, вот этот хуйнале не существует. Никаких этих миллионов там, вообще мне не нужно, никаких кураторов, галерей, никаких там этих задница лизов, вообще ничего не существует. Я делаю такие нормальненькие для меня вещи, которые не требуют выхода реализации немедленно, здесь и сейчас, сегодня. То есть жизнь мне позволила работать совершенно спокойно в том качестве, которое меня удовлетворяет. Вот я бы хотел, чтобы поэты, сволочи, когда они пишут свои стихи, чтобы они писали это не потому, что на них свалилось свободное время, не потому, что их друзья сказали, Паш, какие-то стихи, как... Ой, извини, Паш, пишешь хорошие. Не обо мне, да. Да. Ты, а ну-ка давай как по-честному все. А ну-ка давай как это самое, мы тебе стрелку назначаем, что ты всю правду говорил. И тогда поэт мне говорит,
черт побери, как же это больно все это, эти стихи, это, Боже, эта свобода, она сумасшедшая. Нет, стихи это слишком по-настоящему. Пока я еще так жить не могу. Пока я еще подражаю там Абериу, там, неважно, импрессионистам, постимпрессионистам, там, кубистам, там мало ли чему, разным техникам. Я набираю школу. И не надо от меня требовать большой поэзии. Я еще не мистер Эллиот, не Эзра Паунд. Я еще пока что. Так вот, давайте так. Мы уже все нормальные, хорошие, здоровые поэты, большие нормальные художники. И давайте работать так, как будто бы с нами уже все свершилось. Ну ладно, если это не так, давайте хотя бы задумаемся над тем, чтобы мы были максимально подлинны в своем открытии жизни и в том, как мы работаем согласно этой подлинности и этому познанию. Итак, перед вами автор, который в этом смысле абсолютно спокоен. Ему не надо задавать вопросы. Вильгельм, а могли бы мы увидеть ваши выставки? Ну, кстати, есть вопрос такой. Господи, Да. о чем вы? Конечно, нет. Конечно, нет. Так же, как и я. Я открою там эти дневники только тогда, когда меня уже не будет. То есть, когда мне они уже будут не нужны. Также эти работы, если им суждено быть явленными, они будут явленными. Если нет, то нет. Поэтому меня это совершенно не волнует. Меня только волнует их как бы абсолютная подлинность. Чтобы я был в каждом движении своей руки, в каждом проведении линии или в каждом написанном слове бесконечно подлинным. Если я лгу себя хоть немножко, я должен написать, или нарисовать, или смузицировать, или в стихотворении сказать: господа, я лгу, потому что мне не хватает дыхания для правды. Я лгу жене, потому что мне выгодно, чтобы она мне купила билеты там куда-то. Я лгу жене, потому что мне хочется немножко любви отдать как бы любовнице. Да нет, у меня любовницы-то нет. Эй, а ну-ка давай в нормативах обыденной лекции, есть или нет? Ну, мать вашу, ну ладно, есть, если вам это надо. Но это не любовница вот в том как бы смысле, в каком это работает вот в обиходе. Черт меня побери. Да вы, когда идете к любовнице, вы что, выясняете отношения с женой в это время, да? Да вы наоборот все там прячете. И вы... Стойте, мы что, сейчас вернемся в этот человеческий мир, в котором уже столько побывало всяких Шекспиров, Данте, Джойсов и Прустов и прочих, Достоевских. Поэтому давайте, ладно, не будем. Закрываем эту тему пока что. Просто скажем о том, когда вы работаете, оставайтесь максимально и предельно честными в том, что вы производите. И еще раз, примечание. Если вы чувствуете, что у вас не хватает этого дыхания, остановитесь и скажите себе, примечание: я немного лгу, но я сильно хочу работать. И, возможно, работа вынесет меня на тот остров идеального и абсолютного творения, которое позволит мне создавать вещи, под которыми я хотел бы поставить подпись. О подлинности. Ты говоришь о подлинности как о таком качестве, присущем настоящему художнику, а после смерти подлинность человека заканчивается? Есть ли бессмертие души? Конечно, конечно. И еще о подлинности. Конечно, есть, да, это как дважды два. Давайте возьмем такого Я художника. у всех спрашиваю, Конечно, нет, это само собой. Ну, душа бессмертна. Так вот, возьмем такого художника, как Джефф Кунс. Ну, кажется, негодяй, прохиндей, который паразитирует на попсе. Ну да, чем он чем он отличается от Дюшана? Так вот, когда он, я просто вот о нем хочу, да. Когда он творит такую работу, делает с Чечелиной, ну помните эту которая говорила, это кому она там, Саддаму Хусейну или кому говорила: давай, поделай, посношай меня, только оставь народ. Нет, этому тоже, да? Именно вот этому какому, политическому деятелю там какому. Я подарю тебе себя, только не будь негодяем и этим самым тираном, неважно, да. И вот этот художник женится на ней, они рожают мальчика, все вроде по-настоящему. И он создает порно-вещи. То есть снимают их, потом баннеры делают огромные, скульптуры. То есть люди работают с тем, чтобы все это
вылепить, отлить в современных этих технологиях, материалах. Это все выразительно. Там член входит в вагину, и там это родинка там на пизде у чечалины. И при этом Джефф Кунс говорит: ребята, мне так понравилось, это не порнография, мне так понравилось, что ее пиздень немножко вспотела, и вот этот пот вот есть, это настоящее. И вот в этот момент я этому придурку верю, что он, блядь, сношаясь, делает подлинное искусство, какое он может. Хотя она, блядь, и он придурок. То есть, ну вот это вот вырвалось, что это вот, ну как бы подлинность. И вот в этом мгновении хотя бы эти работы чего-то, как ни странно, стоят. В отличие от той порно, ну, в котором вообще там интернет запихан, и в котором там все это происходит в бесконечном количестве. Вот эта вот маленькая деталь как бы о том, что даже вот как бы любой негодяй, любой как бы ублюдок, и любой человек, продавший себя попсе, тем не менее в какой-то момент он может быть, ну, открыт и доступен поступку настоящего искусства. Так что я рекомендую, почитайте Кунца. Это доставит вам удовольствие. Дорогие друзья, на этом первая часть моей беседы с Вильгельмом Шенроком закончена. Скоро вы увидите продолжение этой встречи. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго, до свидания.